Приветствую всех зрителей моего канала и тех, кто сюда случайно зашел. Меня зовут Черри, и это такой проект, как Metro Builders. В нем мы строим станции метро, прокладываем тоннели. В общем, стараемся построить красивое метро. Это 59-я серия, и что же это значит? Это значит, что следующая серия у нас юбилейная. И уже у нас есть такая традиция, что если мы на предюбилейной серии набираем то количество лайков, какому значению равен наш юбилей, то бишь 60-й серии, значит мы должны набрать 60 лайков, и я выложу карту моего мира с метро. Ну что я хочу сказать, 60 лайков это не так сложно, тем более если вы хотите получить эту карту, вы их сами наберете. Так что давайте приступим, приятного просмотра. Как обычно, перед началом видео я вырыл котлован, и уже мы можем начать строить нашу станцию. Эта станция не на фиолетовой линии, да, эта станция у нас находится на синей линии после станции Чкаловская. Направление я это не развивал очень давно, и надо как-то отойти от фиолетовой линии, потому что уже очень сильно, очень много ее развиваю. Немножко она мне надоела, хочется развивать и другие линии, например, синюю, потому что синюю я не развивал очень давно. К фиолетовой мы вернемся, и в чем сама идея фиолетовой линии. То есть я хочу соединить ее с красной и синей. Она идет у нас параллельно красной и синей, но я на востоке вроде или на западе, я не помню, где это точно находится, вроде бы на западе сделать заворот, и эта линия уже будет идти перпендикулярно нашей красной и синей, соответственно, она их в скором времени пересечет. И вот когда я это сделаю, то продолжим развивать остальные линии. Ну а пока что немножко отойдем от фиолетовой. Одну серию, я думаю, сделаем на синий, там какую-нибудь еще одну на красный, там или желтый, хотя красный так у нас жирная, там 25 станций, это самая огромная линия. Не знаю, как она у меня так получилась, просто в один момент взял там 5 станций в ряд построил, это на запись не было. Но когда я буду делать обзор на красную линию, вы обязательно увидите. А теперь надо придумать дизайн для нашего пола. Даже не знаю, какие можно блоки использовать, потому что уже вроде бы практически все использовали абсолютно, у меня даже нет идей. Мы, конечно, не использовали Deep Slate, но он слишком темный. Если мы хотим его использовать, значит, нам надо разбавить его с чем-нибудь светлым. Например, мы можем взять серый. Смотрите, если станция у нас правильных размеров, то у нас должен выйти узорчик. Угу. Так. Даже не знаю. Если делать вот так вот, то в принципе почему бы и нет. Так, у нас получается так. Нет. Так, стойте. Ага, вот здесь вот. Сейчас просто разберусь, как нам лучше сделать и нормально ли это у нас будет выглядеть. А здесь что мы будем вставлять? А здесь тоже можем, в принципе, узор, почему бы и нет. И если у нас все вот так вот выходит, то у нас узор должен получиться вот так вот. Ну что я могу сказать? Выглядит, в принципе, неплохо. Давайте так и попробуем сделать.
Так, наш пол готов. Вот так вот он выглядит. Конечно, он не совсем соответствует названию нашей станции. Слишком он уж темный, но я думаю, сейчас мы его разбавим стенами и колоннами. Не хочу эту станцию делать односводкой, хочется сделать колонны, потому что выглядит она, ну, именно по самому полу. То есть выглядит он, в принципе, пойдет, но если вот добавить колонны, то есть, ну, найти нормальный, так сказать, дизайн колонн, место, где они будут находиться, то будет выглядеть еще круче. Потому что если, ну, не будет у нас колонн, то вот это выглядит слишком вырвиглазно. А если добавим колонны, то они будут разбавлять потом скамеечки, листва, все дела, и будет все нормально. Сейчас давайте разберемся, что мы будем делать со стенами. Какой для них мы можем придумать дизайн. Так, что мы можем взять для стен? Так, природа. Мох брали, эндстоун. Естественно. Даже не знаю. Можно, конечно, попробовать. Можно взять, вот у меня есть идея. Вот этот блок. И как-то его, что ли, с деревом, с березой. То есть, смотрите, какая идея. Мы берем этот блок, ставим вот так вот. Потом мы делаем вот так вот березки, скажем, 3. Потом еще вот так вот. И вот так вот у нас выходит. В принципе, почему бы и нет. Еще как-нибудь добавить каких-нибудь элементов прикольных. И вообще будет четко, четенько. Только надо бы разобраться так, чтобы у нас хватило на саму станцию, потому что пол у нас уже готов, и чтобы было симметрично, надо, чтобы было по 3 березы, то есть каждые 3 блока. И вот, как вы видите, оно не очень-то и симметрично. И что мы для этого можем сделать? Мы можем найти центр. 1, 2, 3, 4. 4 с одной стороны, 4 с другой стороны. И вот у нас выходит центр, вот он у нас побольше. То есть тут у нас 4 пролета и тут 4 пролета, а сам центр, он выходит больше по размерам. И в центре даже можно сделать, смотрите как. То есть мы берем не только светлый, а еще более темный. То есть мы взяли березу и берем дуб. И вот так вот их смешиваем. Так, давайте посмотрим, как это у нас будет выглядеть. Ставим. У нас вот такая вот шахматная сеточка выходит. Ну, для центра, хотя можем даже ее и везде сделать. Потому что выглядит довольно неплохо. По-моему, то, что у нас сделано просто березой, оно слишком скучно. Если мы добавим дуба, то будет смотреться гораздо интереснее. Давайте так мы и сделаем.
Стены готовы. И теперь можем делать потолок. Потолок я думаю сделать плоским. Я не хочу его делать полукругом. Почему-то мне кажется, что на этой станции полукругом он не пойдет. И что я предлагаю? Тут вот мы продолжаем делать этот узор. Станцию сделаем мы довольно низкой. По-моему, даже типа прикольно, довольно атмосферно, когда станции небольшой высоты. Потому что когда они слишком большие, они кажутся очень просторными и от этого неуютными. Если вот мы ее сделаем с вами довольно низкой, то она будет более зажатая, меньше пространства. И вот даже вот как раньше, более старые станции в моем метро, они кажутся более уютными. Просто чисто из-за того, что они более маленькие, низкие. И размер у них, как понятно, уже меньше. Ну да, я сказал маленькие, низкие. Мы с вами закончили делать из вот этого дрипстоуна. Не знаю, как он на русском будет, не помню. Так, наверное, сталактиты, сталагмиты. Это вот капельник, дрипстоун. Не помню, как он переводится. Может, блок коры какой-нибудь. Ладно, не суть. А теперь, что мы можем сделать в потолке? Из чего? Ну, во-первых, надо подумать об освещении. Довольно давно. А слушайте, у нас же сейчас Хэллоуин. И тыковка. Можно как-то их разместить вот тут вот. По-моему, у нас из тыковок ничего не было. Хотя нет, у нас были из тыков сделаны только выходы. Я помню, мы делали выходы, и то они там были повернуты задней частью. А тут, если вот мы сделаем так, то она будет давать освещение и как блок довольно необычный. Сделаем ее исключительно по краям, около стены. Неважно, в какую сторону она повернута, все равно нижняя текстура ее абсолютно идентична. С любой стороны. Ну как небольшое, так сказать, ощущение праздника внесем. Почему бы и нет. И надо подумать, из чего у нас будет сделана основная часть потолка. То есть тыквами мы все абсолютно закрывать не будем. Надо придумать что-то, что у нас будет находиться по центру. Это может быть снег. Давайте посмотрим, как он будет тут смотреться. Так. Ну, смотрится он довольно странно. Слишком бело, что ли. Надо его как-то тоже разнообразить. Вот как будет снег с эндстоуном. Смотрите, если вот так вот тоже такие вот узорчики сделать. Давайте посмотрим, как это у нас будет выглядеть. К сожалению, запись оборвалась. И вот заметил я это только уже тогда, когда закончил делать потолок. Сейчас мы с вами должны сделать колонны. И что я подумал? Колонны вот у нас могут быть вот здесь вот на стыках. Или у нас они могут быть по центру у льда. Но мне кажется, что лучше пускай будет на стыках. Из чего мы с вами их можем сделать? Можем их с вами сделать банально из вот этих вот кварцевых колонн. Вот так вот их опускаю. И что дальше? Так они просто выглядеть не будут. Мы с вами возьмем, тут вот добавим заборчик из дерева незера искаженного. И будем вот так вот делать. Возможно, сюда можно сделать не заборчиком, а листвой, как вариант. Давайте вот возьмем азалию. Довольно красивое дерево вышло в данной игре. И, ну, как вам сказать, выглядит довольно странно. А если мы возьмем ни то, ни другое, вот, например, возьмем кирпич и кирпичные полублоки, что у нас тогда выйдет? Давайте посмотрим тоже. Даже не знаю. Нет какого-то однозначного ответа, что было бы лучше. Просто так тоже оставлять не особо хочется.
сделать? Я не знаю, на самом деле, ребятки, как тут лучше сделать. Вот все-таки дает сыграть то, что слишком мало места. Было бы вот, например, на один уровень больше, можно было бы чего-нибудь наворотить. А так даже не знаю. Давайте, наверное, просто так и оставим. Потому что лично у меня нет вариантов, как бы это можно было нормально сделать. Уже вот и пошел, так сказать, минус нашей с вами низкой станции. То, что не хватает высоты для того, чтобы разместить какие-либо украшения на наших с вами колоннах. Но я думаю, ничего страшного. Сейчас мы с вами сделаем эти колонны, добавим скамеечки, и все у нас с вами будет зашибись. Вот тут у нас колонна не нужна по краям станции. И теперь надо подумать, как мы с вами сделаем скамеечки. Можно их сделать внутри колонн, а можно сделать около. Что я имею в виду около? Мы берем и каждый раз около колонны, каждые 2 раза делаем вот так вот. Причем делаем мы их на соседних. И это у нас выходит как скамеечки. И сейчас вот смотрите, мы с вами и добавим вот это вот украшение, которое мы хотели. Сейчас я покажу, как я это планирую сделать, как это вот лично у меня выглядит. Мы с вами доделываем вот эти вот скамеечки и берем такой замечательный блок, как цепь. Не знаю, можно ли его назвать блоком, потому что не совсем он полноценный блок. И вот этой вот цепью, так, она находится у нас вот здесь вот, мы с вами прицепляем ее к потолку. Цепляем мы со всех сторон, вот здесь вот по краям. И вот что у нас выходит. Похоже на какие-то качельки. И при том выглядит неплохо. То есть свои функции сидельные оно должно по логике выполнять. И это у нас как дополнительное украшение. Колонна не выглядит так скучно однообразно. Сама станция стала еще более узкой, меньшей по размерам. И уже как для нее в готовом виде это в принципе пойдет на пользу. Правда, тут я сделал не совсем правильно, то что вот здесь вот я пропустил. Но я думаю, это ничего страшного. В принципе, не велика потеря. То, что оно не совсем симметрично. Не, по факту оно симметрично, а относительно именно с самой другой стороны нет. А относительно станции нормально. Заканчиваем мы с вами с добавлением цепей. И, наверное, уже как из украшений сюда ничего не влезет, я так думаю. Листву уже добавлять сюда по факту некуда. Если только как вариант можно, знаете что, можно взять и лианами покрыть вот эти вот колонны, которые у нас не прицеплены. Которые не прицеплены. Которым не прицеплены наши качельки, будем называть их так. Потому что почему-то у меня больше ассоциация с качелями, нежели с лавочкой. И вот эти вот колонны у нас выглядят очень необычно. Я не помню, когда я использовал лианы на колоннах, хотя идея довольно крутая. Просто вот в чем проблема лиан именно вот в игре. Что у нас нету какого-либо инструмента, чтобы прекратить их рост. То есть, например, если вот мы бы сюда добавили блок, то рано или поздно эти бы лианы разрослись бы на эти блоки. И вот они вот так вот расползлись по потолку, и ничего я с этим поделать не смогу. То есть она автоматически сюда ставится, и если бы был какой-нибудь инструмент, там, не знаю, отладочная палка, чтобы мы вот могли там взять вот палочку специальную, жмакнуть, и у нас здесь бы не росла бы лиана, то вообще было бы замечательно. Это был бы очень крутой блок в плане декора, и в КБ бы он использовался бы намного чаще. Но вот из-за того, что эти лианы очень сильно разрастаются, и чтобы они не разрастались, приходится использовать нитки или вот эти вот блоки, как они называются, забыл, структурная бездна, то было бы все намного круче. Еще у нас как блок декорации есть вот эта вот штучка, тоже не помню, как она называется. В английской версии она у нас называется Glowlition, светящаяся что-то там, светящаяся лоза, нет, не очень подходит.
лишайник, может, светящийся лишайник, наверное, имеется в виду. Тоже его можно использовать, и как видите, он не разрастается, что дает ему бонус в отличие от той же самой лианы. Но при этом из-за того, что он выглядит вот так вот довольно темно, его мы можем вот использовать на данных блоках, то есть тоже добавить разнообразие этим блокам. Ага, видите, он тоже может все-таки. Но это из-за того, что мы его сюда поставили. А так, я думаю, он разрастаться не будет. Ну, давайте добавим, посмотрим. Если со временем он у нас не разрастется, то все будет идеально. Это будет один из моих любимых блоков для украшения. Так, там не добавил с одной стороны. Блин, на потолок случайно клацнул. Так. И осталось еще парочку колонн, на которых можно добавить наши светящиеся лишайники. Готово. Вот я не помню, в темноте они светятся или нет. Давайте вот уберем наш с вами эффект. Так, а можно мне просто клавиатуру переключить? Спасибо. Эффект, Sava HP, Clear. Представляете, клавиатура не хотела переключаться. Ну, освещение они, по-моему, дают, но какое-то уж слишком слабое. В принципе, выглядит станция довольно затемненная, но обычно я без эффекта не играю. Так, давайте его назад себе выдадим. Без эффекта я в данном мире обычно не играю, потому что уж слишком темно в тоннелях и не очень удобно. Теперь давайте сделаем выход. Сделаем один выход, второй я делать не буду. Я только начну делать выход, на серии я его делать тоже не буду, потому что это слишком скучно, вам это не интересно. Между сериями я его обязательно доделаю. Еще можем сделать наш выход. Мы можем просто взять, продолжить вот здесь вот наш с вами эндерняк. Эндерняком продолжаем делать. Тут мы продолжим делать льдом. И у нас выходит вот такая вот стена. Здесь вот внутри мы можем сделать выход. 4 блока это не очень много. Давайте лучше 5. Давайте без вот этого. Вот так вот у нас. Вот здесь у нас будет находиться с вами выход. Берем с вами ступенечки. Возьмем кирпичные, то, что мы хотели сделать с вами тут из кирпича, но не получилось, не фартануло. И поэтому сделаем выход как память, что ли, не знаю. Звучит странно. Так сказать, как отсылка на нашу идею построения данной станции. Как сказал, я выход закончу делать потом. В данный момент времени я его доделывать не буду. И вот так вот у нас выглядит наша станция. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Вы наберете 60 лайков, чтобы в следующей серии я мог выложить карту. Оставляйте комментарий с хэштегом «Я в гостях у Черри», потому что данные комментарии попадают в следующий видос. Ну и подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании под данным видео. Спасибо за просмотр. Можете пересмотреть предыдущие серии данного проекта. Если вышли следующие, то милости прошу. И все. Всем удачных встреч. Всем пока, друзья.